антицеллюлитный, чтобы полностью убрать мой страшный целлюлит. Да, истребить его, так скажем. Начинаю внутренняя поверхность немножко. Потом мы еще к ней вернемся, проработаем внутреннюю поверхность. И потом уже внешнюю. Потому что сейчас крем достаточно пластичный, он не как масло, позволяет работать с подкожно-жировой клетчаткой, позволяет формировать хороший валик, хороший захват. Больно, да? Больно. От хорошего захвата, который я формирую у Алины эмоции, да? Чувствительно. Нажимание. Это самое приятное движение из всех. Вот это, которое выжимание, да. Которое медленное. Да. И для мастера оно приятное, можно просто расслабиться и все. Значит, многие не верят по отзывам в красоту твоих ягодиц. Да, Алин? Думают, что в естественности красоту, думают, что это силикон во всех местах. Разгоняем мне силикон по ногам. Да, на ягодицах мы уже это сделали. Тебе чувствительно, да? Я чувствую, что болезненнее ты переносишь переднюю поверхность, да? Ну, эти движения нет, нормально. А именно внутренняя поверхность. Именно вот щипковая, да? Щипковая, Да, когда работаешь с подкожно-жировой, всегда чувствительней. Даже в антицеллюлитном массаже я иногда после достаточно активных болезненных движений делаю релакс, такое заглаживание, смещение мышц. Можно медом еще делать, да? Медом, да, антицеллюлитный. Это тоже довольно болезненно. Болезненно, но здесь зависит от того, насколько активно ты работаешь и какую площадь ладони отрываешь от поверхности. Можно отрывать не всю ладонь, и тогда будет менее чувствительно. Боковую поверхность тоже прорабатываю. Не больно, да? Нормально. Ну, с одной зоной для хорошего эффекта лучше работать минут 10. То есть вот с передней поверхностью бедра 10 минут для хорошего антицеллюлитного эффекта
3-4 раза в неделю. То есть 5 минут это очень мало, и эффекта не будет. Либо это должно быть очень сильное воздействие. Ну, например, как в душе Шарко бывает, который делается максимум 5 минут. Да, бывает. Многие скажут, что он может 20 минут делаться, но настоящий душ Шарко, он, конечно, 5 минут максимум при 3-4 атмосферах. Так же, как антицеллюлитный массаж. Если я его буду делать более поверхностно называть эту методику антицеллюлитным массажем, то, конечно, его можно делать еще дольше. Здесь надо, конечно, опираться на обратную связь клиента, что я и делаю, чтобы клиент и чувствовал воздействие, и в то же время мог пережить. Не умер от боли. Да, не умер от боли. Например, от такой. Ну, сделаем, значит, послабее чуть-чуть. Ну, такие движения будут менее чувствительными, такие более чувствительные, потому что здесь идет формирование более такого тугого валика. Перейду на другую. Здесь уже крем у меня нанесен. То есть тоже, опять же, зона более горячая. Здесь еще более холодный крем дает свою активность. Конечно бы я так руками за такой короткий срок зону бы не разогрела. Здесь опять же, чем я глубже хочу работать костяшками, тем я должна больше нанести масла. Но чем я глубже хочу работать с подкожно-жировой, тем масла должно быть меньше. Поэтому здесь антицеллюлитный массаж происходит в 2 этапа. Когда на теле клиента много масла, мы делаем одни движения. И когда на теле клиента мало масла, мы делаем уже другие движения, их чередуем, естественно.
Ну и все то же самое, те же самые движения, я их чередую, так же, как и на правой поверхности бедра. Воздействую как на мышцы, так и на подкожную жировую клетчатку. Движений в моем арсенале антицеллюлитных не очень много, но они все очень эффективны, дают хороший результат. Подкожно-жировой работы, воздействие на мышцы, смещение мышц. Можно еще применять различные движения другие, которые вы привыкли делать, и также совмещать их с этой методикой, в которой я работаю. И мы с Алиной, друзья, с вами прощаемся. Говорим до встречи. Ставьте лайки. Пока. Пока.